Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И мы с вами продолжаем серию мастер-классов, посвященных Дню Святого Валентина. И вот сегодня я обращусь опять к своей любимой трехцветной пряже из магазина Fix Price. Это у нас набор для вязания шарфа. Здесь, конечно, прилагается еще инструкция, 2 спицы, но шарф – это, конечно, хорошо. Вы знаете, влюбленные коты тоже на дороге не валяются. Поэтому я вот вам хочу сказать, что из такой пряжи, нескольких помпонов и фетра, поверите или нет, получается вот такое прекрасное и обаятельное влюбленное создание. А вот такой кот, еще я не придумала ему имя, но это такой декор, я думаю, для детской комнаты или, может быть, игрушка. Или, может быть, подарок для кого-то. Вот из пряжи. Весь он такой шерстяной, и весь он такой очень приятный на ощупь, мягкий. Есть у него даже и хвостик вот такой, кокетливо загнутый. А в руках у него, в лапках, точнее, пылающее, любящее сердце, готовое согреть своего обладателя. Вот такого котика мы сделаем в нашем сегодняшнем видеоуроке. Все шаблоны деталей нашего котика будут в инфобоксе под этим видео по ссылке в формате А4. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Буду рада отвечать на ваши комментарии. Всем желаю приятного творчества, и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, что же нам понадобится для нашего влюбленного котика? Начнем с главного, с его мордочки. Для мордочки я от руки рисовала все части кошачьего лица, но все равно сделала шаблоны, которые, если кто-то сомневается в своих художественных способностях, вы можете скачать эти шаблончики в ссылке под данным видео в инфобоксе. Для того, чтобы вырезать части нашей мордочки, я использовала фетр разной толщины. Для основной мордочки более толстый фетр шириной где-то 4 мм. Для сердечка мягкий фетр красного цвета и тоненькие различные фетры, которые нам нужны будут для других частей тела. Вот я заранее уже вырезала наши части кошачьей мордочки и других частей. Да? В ручках он будет держать такое сердечко у нас фетровое. Ушко, которое будет состоять из 2 частей, которое потом мы вот так вот склеим, и оно приобретет вот такой объемный вид. Лапки кошачьи, глазки из белого фетра. Для зрачков я использовала черные полубусины диаметром 6 мм. Вот нижняя часть мордочки. Далее, для щечек и носика своего котика я использовала помпончики разных диаметров. Вот они вот продаются такими наборами разных цветов и разных размеров. Для щечек котика я взяла 2 белых помпончика диаметром 2 см, розовый носик диаметром 15 мм, 1,5 сантиметра. И также для того, чтобы сделать кошачьи лапки, я взяла также белые помпончики. Вот в таких наборах они могут продаваться.
диаметр 15 миллиметров. Склеила их между собой вот таким вот образом. Получились замечательные кошачьи лапки, мягкие. Далее для ручек, ножек нам понадобится вот такой круглый, любой, в принципе, круглый шнур. Для хвостика синельная проволока. Если ее нет, можете заменить тоже шнурком. И далее мы будем делать тельце нашего котика из вот такой вот пряжи, которая продается в магазине Fix Price. Это набор для вязания шарфика. Вот такие ниточки, плавно переходящий цвет, 3 цвета здесь сочетается. Фетр у меня подобран по родственные оттенки для этой пряжи. И вот такой вот полупомпончик я уже сделала один. Нам нужно сделать второй такой же полупомпончик, склеить их, это будет тельце нашего котика. Итак, с мордочкой мы определились, и теперь мы займемся тельцем. Для того, чтобы сделать такой полупомпончик, обязательным инструментом будет для нас вот такая вот толстая пластиковая линейка длиной 50 сантиметров. Либо это должна быть аналогичная какая-то пластиковая твердая планка. Ширина моей линейки 4 сантиметра. И также нам понадобится репсовая ленточка шириной 6 миллиметров. Для начала нам нужно вот эту нашу пряжу намотать на линеечку. Для того, чтобы получить вот такой величины помпончик, я наматываю от 1 сантиметра где-то до 40-41 сантиметра. Нужно обмотать нашу линеечку. Я нанесу сейчас капельку клея на саму ниточку, ни в коем случае не на линейку, чтобы нитки у нас приклеивались друг к дружке, а не к линейке. Это легко сделать, потому что сама нитка у нас объемная, толстая. Ниточку к ниточке мы приклеили, и теперь аккуратненько, без сильного натяжения на линейку, но тем не менее, чтобы нитки плотно прилегали друг к дружке, без зазоров. Вот так вот плотненько. Сильно ниточку не натягиваем, чтобы нам потом с линейки можно было ее легко снять. Но нитка к нитке укладывается плотно, без зазоров. Так, обмотали мы нашу линеечку, и шерсть, эта пряжа больше нам не понадобится. И ниточку подклеиваем к соседней ниточке, просто чтобы закрепить. А теперь нам нужно приготовить кусочек репсовой ленты или атласной ленточки, тоненькой, шириной 6 миллиметров, по длине нашей заготовки из пряжи. Теперь мы наносим дорожку клея в несколько этапов и приклеиваем таким вот образом на полоску клея нашу ленточку, чтобы она скрепила нам конструкцию, которую мы будем снимать потом с линейки. Советую это делать не одним ходом, а в несколько приемов, чтобы клей не успевал остывать. На первый взгляд могут показаться все эти манипуляции сложными, но на самом деле это довольно легко и быстро. И освоив такие помпончики, можно делать различных классных зверюшек из пряжи. Абсолютно любую мордочку можно прикрепить к такому тельцу, сделать практически любое животное. В своих прошлых мастер-классах я делала уже такого бычка новогоднего. Вот что у нас должно получиться. Теперь самый ответственный момент. Нам нужно аккуратненько снять все это дело с линеечки и закрутить в улитку. Если мы приклеили ленточку хорошо и
не приклеили нитки к линейке, то, в принципе, этот процесс должен пройти благополучно. Вот что у нас получилось. Теперь мы аккуратненько начинаем скручивать таким вот образом это все дело в улиточку. Тоже в несколько этапов. Закрутили, и вот так вот можно немножко обжать, и чтобы клей у нас распределился по ниткам. Вот что у нас получилось, друзья. Это изнанка нашего полупомпончика. И теперь, чтобы укрепить наше донышко, я вырезала из фетра окружность диаметром 5,5 сантиметров. И сейчас посажу на клей наше донышко, чтобы помпончик не развалился. Тельце нашего котика готово. Пока мы не будем его склеивать, мы будем вклеивать туда еще ручки и ножку, и петельку, для того, чтобы игрушку можно было подвесить в комнате, в детской. И отложим, и займемся самым главным — мордочкой нашего зайки, котика, простите, и изготовлением самого сердечка. Сначала сделаем ушки. Это вот уже готовое левое ушко нашего котика. Для того, чтобы сделать ушко, нужно 2 детальки вырезать из 2 цветов, двухцветное ушко, склеить их вместе при помощи клеевого пистолета. И склеить их нужно так, чтобы ушко было зеркальным, да? Значит, внизу у меня будет таким вот образом мы склеим. Чуть-чуть вот здесь вот завернем, чтобы немного придать объема. Такой вот кот у нас должен получиться. И я забыла сказать про одну важную часть в мордочке нашего кота. Ну, какой же кот у нас без усов может быть? Усы — это гордость каждого кота, я думаю. Вот я пока остановилась на таком варианте. Можно сделать усики из ниток, но я взяла проволоку для бисероплетения и сделала усы из нее. У кого есть еще интересные варианты, как сделать усики, пишите, пожалуйста, в комментариях.
Усики я утоплю в помпончике. У меня помпончики не очень плотные, поэтому я думаю, что у меня это получится. Ну вот, уже проявляется характер нашего котика. Теперь сделаем ручки и ножки. Ножки я уже сделала, и будут они иметь вот такой вот вид. Как я уже сказала, я взяла круглый шнур. Ширина моего шнура 5 миллиметров, стопроцентный хлопок, шнур натуральный. Для ножек длина отрезка моего шнура 48 сантиметров примерно. Вы можете сделать покороче, подлиннее, как вам больше нравится. Так, одна лапка у меня уже готова для ручки, и часть ручки. Наклеим вторую часть. Для каждой лапки понадобится 2 одинаковые детальки с одной и с другой стороны. Шнур мы помещаем в серединку и склеиваем на термоклей. Также для лапок мне понадобится 3 белых помпончика диаметром 15 миллиметров. Вот такой набор у меня был. Помпончики здесь у меня не совсем круглые, но это мне как раз на руку. Они такой сплюснутой формы, поэтому очень хорошо из них смотрятся кошачьи лапки. Я не буду пока приклеивать эти пальчики, потому что в ручках у нас котик будет держать ярко-красное пылающее сердце. Сейчас мы сделаем это сердечко. Просто по краю наносим клей.
Серединку оставляем свободной. Чтобы сердечко сделать немного более объемным, мы внутрь него можем набить какой-либо наполнитель, вату. Я возьму немного той же пряжи. Помогая себе пинцетом. Теперь можно заклеить наше сердечко. Теперь можно собирать нашего котика. А между двумя заготовками тельца мы вклеиваем ручки, ножки и петельку для подвесной игрушки. Голову котика мы прикрепляем при помощи капли горячего клея к петелькам лицевого помпончика, первой половины помпончика, как считаем нужным. Вот таким вот образом мы крепим на каплю клея. Крепим наши ножки, тоже вклеиваем их между помпончиками. Ну и наконец осталось склеить между собой два полутельца на термоклей. Теперь осталось вручить нашему котофею горячее пылающее сердце в руки, потому что котик у нас влюбленный. Можно немного вклеить сердечко к ниточкам, чтобы оно было на уровне, на серединке. Клеим ладошки к сердцу. И приклеиваем лапки.
что, друзья, наш котик готов. Такой он у нас длинноногий получился и влюбленный. Ну вот, котик-то у нас вроде бы и готов, но мы же забыли про хвост. Что для хвоста нам понадобится? Если у вас есть синельная проволока, это очень-очень облегчит вам задачу с хвостом. Хотя, если у вас ее нет, вы можете просто сплести хвост из той же самой пряжи, которая у вас участвовала в тельце вашего котика. Однако для чего, я сейчас скажу. Я взяла синельную проволоку. Вот так переплетаю между собой две проволоки бархатные. Чтобы добавить объему и хвост не был чужеродным у нас по цветам относительно всего нашего котика, я все-таки на клей прибавлю сюда немного ниточки, которая участвовала в нашем тельце нашего котика. Просто подклею. Если вы хотите потолще хвостик, можете несколько раз оплести синельную проволоку пряжей. И теперь я хочу придать нашему хвостику такую немножко характера. Его, так как это синельная проволока, его можно закрутить. Такой вот у нас будет здесь хвостик болтаться, и мы можем его либо просто прикрепить, синельная проволока, она приплести ее просто друг к дружке, даже не пользоваться клеем. Ну что ж, вот такой котофей у нас с вами получился, друзья. Я желаю всем удачного творчества, вдохновения. Оставайтесь, пожалуйста, со мной. Делитесь этим видео с друзьями, если оно вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на мой канал. И до новых творческих встреч. Пока-пока.